все началось с сайта, это журнал. И потому что мы понимали, что тема сексуальности и гендера, она замалчивается и не всегда адекватно. И в белорусском информационном поле не хватало адекватной информации. И мы понимали, что запустить такой сайт, запустить такой журнал, это сказать, что мы начали говорить от первого лица. Потому что на тот момент не было такого медиаресурса, который бы позволял, не то чтобы, высказаться, но при этом не быть жалким, и, не жаловаться и не оправдываться за то, что ты такой вот есть, не такой, как все, и вот вся эта хуйня. Если ты находишься в ситуации системной дискриминации, можно всю жизнь сидеть и ждать, пока кто-то другой придет там откуда-то из шикарной европейской страны, там, или кто-то, кто занимается исследованиями, какие-то интеллектуалы, какие-то академики придут и расскажут там всему миру, что с тобой так нельзя. Но, по сути, твоя жизнь — это чаще всего, это прежде всего твоя ответственность. И это не значит, что, в ситуации дискриминации ты сам виноват, ты сам виноват в том, что с тобой происходит. Но если ты не скажешь «со мной так нельзя», то, скорее всего, это не сделает никто в какой-то момент. И, поэтому я думаю, что проект просто начался с того, что в какой-то момент, каждый из нас захотел сказать «со мной так нельзя». Для меня важно сказать, что вот я есть, и не позволять никому, никаким ни людям, ни обществу говорить, что меня не существует. А так часто делают. И вдруг оказалось, что для всех нас это очень личный проект, в том смысле, что мы сознательно и осознанно не хотим ставить перед собой цели, вроде как изменить мир, чтобы мир стал другим, изменить людей, чтобы люди чего-то стали понимать, не знаю, как-то по-другому думать, принимать. А в первую очередь мы стали понимать, что нам важно изменить что-то вокруг себя и для себя. То есть что-то очень, с одной стороны, земное. То есть то пространство не огромное, ни страны, ни мира, ни города, ни квартала, ни вселенной, а то пространство, в котором находимся мы, физическое, какое-то ментальное. Все истории, которые я видела на тот момент, которые появлялись, это было в основном, когда журналисты находят какого-то человека и просят человека рассказать свою историю. И здесь было очень такое четкое, по моим ощущениям, очень четкое разделение на мы и они. Что есть мы, гетеросексуальное большинство, и мы хотим рассказать нам же про еще других людей, которые здесь живут рядом с нами. Когда мы читаем эти материалы, которые выходят в Беларуси, сейчас их становится больше, которые касаются, допустим, проблематики ЛГБТ или феминизма, мы можем не только, читая их, молча злиться на эти комментарии, допустим, и на сам тон этих материалов, но благодаря тому, что у нас есть наши эти соцсети быстрого реагирования, то мы можем каким-то образом заявить о своем несогласии, о своей позиции в отношении этого материала, то есть дать другим людям возможность тоже, не просто потреблять эту информацию так, как она есть, а задуматься о том, почему она такая, что, возможно, существуют какие-то проблемы в журналистике, которая пишет таким образом. Здесь есть такие люди, они такие же хорошие, такие же нормальные, как и мы. Мне всегда это было как ножом по сердцу, потому что я чувствовала, что такой риторикой меня исключают, как будто бы все равно, я здесь нахожусь, но я где-то рядом. Поэтому я где-то рядом, но мне, хотелось сказать, что я не рядом, что я тут тоже. Также мы и прописали в нашей рубрике «Камин-аут», если ее открыть, там можно прочитать, что мы пишем, что мы не рядом, мы тут. Камин-аут — это одна из самых важных, на мой взгляд, рубрик на нашем сайте.
где публикуются истории разных людей, совершенно разнообразных, с разными идентичностями, взглядами на жизнь, опытом и чем-то еще. Но это истории людей, которые понимают, что они вынуждены скрывать какую-то часть себя, и либо в один момент они решают представить ее своему окружению, либо продолжают ее прятать. В рубрике «Coming Out» каждая история ценная сама по себе, и эта рубрика должна была возникнуть, даже если бы там была одна единственная история. Потому что человеческий опыт, эти настоящие истории — это самое ценное вообще, что может быть на свете. Этот проект весь, он очень про видимость и про свой голос, который звучит и который ты присваиваешь именно себе лично. И сначала он звучит на сайте, и это можно читать, и потом на следующий этап это хотелось выйти в какое-то более публичное пространство. Фотовыставка Coming Out — это первое крупное публичное мероприятие, которое организовал Make Out. По сути, эта выставка дублировала частично цитаты из Coming Out историй людей, которые уже были опубликованы на сайте. Мне кажется, наш проект, он очень отчасти терапевтичен в том плане, что он действительно может помочь. То есть я прикидывала на себя, и если бы, например, год назад, или 2 года назад, или 5 лет назад я натолкнулась на что-то похожее, возможно, мой собственный камин-аут, он бы проходил быстрее и менее безболезненно. Первый раз, когда мы собрались, и мы, когда мы обсуждали саму идею создания некого сайта, на котором мы могли бы собирать всю информацию, можно было бы сказать, можно было бы сделать Word-документ, выложить его в интернете со всеми этими файлами, с такой навигацией, выложить и все это положить и и читать, но для меня, например, это было бы каким-то упущением, если бы мы бы не создали уникальный какой-то сайт с уникальным дизайном, с качественным меню или с качественной версткой наших материалов. Когда мы только запускали проект и запускали сайт Make Out, то хотелось сделать такую связь с прошлым, с какими-то инициативами, с людьми, которые уже в этом поле были, которые работали, какие-то периодические издания, которые здесь возникали, потому что на самом деле было сделано уже очень многое, но такая есть специфика здесь, что все очень быстро стирается, и память не сохраняется или с большим трудом сохраняется, поэтому в процессе работы над идеей проекта мы сразу поняли, что нужно эти вещи делать параллельно. То есть рассказывая, делая какие-то актуальные материалы про жизнь ЛГБТ-сообщества здесь, в Беларуси, параллельно рассказывать и про то, что уже было сделано. Также очень большая часть — это про места, которые здесь раньше существовали, которые ЛГБТ-сообщество маркировало именно как свои места, но которых уже сейчас нет. И, например, когда мы только запускали рубрику «Ретро», первый материал там был сделан про Паниковку. Это место, где собиралось ЛГБТ-сообщество. Вернулася в Беларусь пасля 8гадовай адсутнасці тут, і уласна кажучы, напэўна, можна сказаць, што увогуле адсутнасці любого практычна вопыта судакранання з беларускай рэчаіснасці, таму што ўсё ж такі, калі жывеш у іншай краіне, дастаткова цяжка зразумець, што тут адбываецца, чаму і як. А яшчэ больш складана зразумець, ці ёсць людзі, з якімі ты супадаеш у поглядах, нават на нейкім такім эмацыйным узроўні. І вось калі я сустрэлася якраз з ребятамі з Make-Out, мне было такое поўнае захапленне і поўны такі захапленне, эксайтмент з нагоды таго, што вось клас, нарэшце тыя людзі, з якімі мне б хацелось праводзіць шмат часу.
І не просто проводиш часу для фана, але з ними нечто робить разом, працювати з ними разом. Все время, когда спрашивают, типа, какую ты должность занимаешь в Make-Out, у меня все время ступор какой-то, потому что мне кажется, что нет у нас ни у кого никакой определенной должности. И мы настолько просто, не знаю, каждый человек участвует в каждом процессе, и, блин, я могу сказать, я там координаторка киноклуба. Ну и фильмы — это повод для нас поговорить на ключевые темы для гендера и сексуальности. Каждый фильм — это повод задать еще раз какие-то проблемные вопросы, которые не так часто озвучиваются на телевидении, в прессе, в интернете, и поговорить о них не тем языком, которым мы можем прочитать в комментариях Тутбая, а другим языком, тем языком, который бы никого не оскорблял, именно то, как мы бы хотели говорить, именно то, как нам было самим комфортно. Таких комфортных пространств на самом деле очень мало, по-прежнему очень мало в Минске, и поэтому нам важно сохранять именно вот эту составляющую. В чем прелесть команды и вообще проекта Make-Out? Потому что очень много завязано на личностном росте. И вот это комфортное пространство, оно начинается здесь. И как вот молекулярная теория Вселенной, да, то есть все состоит из мелких каких-то частиц и создает в итоге какие-то огромные объекты. И вот то же самое я ощущаю, что это комфортное пространство сначала внутри нужно создать, и можно его расширять, уже строить комьюнити, и, ну, то есть вот как это. Поэтому тема космоса, тема Вселенной, она очень, мне кажется, подходит. Я бы сказала, что даже для меня это не про комфортное пространство, а в принципе про пространство, ну, про место, в котором ты можешь быть. Потому что, получается, больше 2 лет мы работаем скорее в сторону сообщества. И мы понимаем себя как сообщество, и мы понимаем, что мы в том числе обрастаем, если так можно сказать, с людьми, с которыми мы разделяем общие ценности и с которыми нам, наверное, по пути. Для меня Мета была совершенно невероятно комфортным пространством, потому что я знала, что мы приложили максимум усилий для того, чтобы тебе там было не холодно, чтобы у тебя была возможность сходить в туалет, какой ты хочешь, чтобы ты могла понять, что вообще в этом пространстве происходит, почитать в программе, кто эти люди, какие принципы они декларируют. Когда ты открываешь дверь, там была такая крутая табличка про пространство, свободное от гомофобии, трансфобии, там всяких прочих фобий. Но это скорее сыграло какую-то символическую роль, но все равно, мне кажется, вот эта энергетика, она как-то очень распространилась. Лично для меня, например, было огромным удивлением, когда нам прислали 959 фильмов. 959 со всего мира. Ну, то есть вот это было, ну, просто это было настолько интересно просматривать, ну, и тяжело, конечно, тоже, вот, но было реально очень интересно смотреть вообще на то, что делают люди, вот, да, как у нас там за кордоном, да, за бугром, как об этом говорят. И, ну, это было реально очень круто, то есть это, ну, это очень крутой опыт, я думаю, для меня и для всей нашей команды. Мне кажется, это продолжение не киноклубов как таковых, а выхода в физическое пространство. Выхода из интернета, выхода из каких-то пабликов, выхода из вот этого маленького пространства, где мы собирались, в какое-то большое. То есть мы понимали, что у нас есть такая внутренняя возможность сделать больше. И было понятно, что есть та публика и есть потребность этого продукта. То есть очень часто говорят, ну, очень часто фигурирует фраза, там, Беларусь к чему-то не готова, там, наше общество к чему-то не готово. И мы понимали, что все готовы, все готово. Если, ну, мы не должны никого ждать, у нас не было вот понятия, там, что готово, не готово, потому что мы видели внутреннее свое желание делать, и мы видели люди, у которых тоже глаза горят. Мы думали, что это будет такой наш очередной вечер, который мы приятно проведем все вместе в составе 13 человек, то есть всей команды, но мы всегда этого опасались, что на наши мероприятия не будут приходить или будет слишком мало людей, что это никому не нужно, это нужно только нам самим. Но по итогу, когда начинают подтягиваться люди, сначала там по 10 человек, потом все больше и больше, это, конечно, незабываемо. Потому что это очень важно. Занимаясь таким активизмом,
находить какую-то поддержку других людей, знать, что ты не один, и что тебя поддержат, и ты не останешься с этим один на один, что тебе дадут какую-то обратную связь, и что это просто кому-то важно. Когда мы делали образовательную программу, мы назывались «Квир-фестиваль», но в том числе мы пригласили лектора, который проблематизировал саму концепцию квир. То есть мы мы в одно и то же время мы проблематизировали то, про что мы говорим. То есть мы не воспевали что-то, мы не говорили, как здесь будет свободно, хорошо, никакие мы там замечательные, никакие вы замечательные, а мы просто хотели поговорить, мы хотели создавать какие-то конфликтные моменты в том смысле столкновения разных сил, разных интересов. И эти публичные дискуссии, в которых было большое количество абсолютно разных мнений и позиций, начиная от правоконсервативных, заканчивая либеральными, феминистскими, критикой квир и другого, то есть действительно очень большой спектр мнений. Люди пытались говорить, и люди пытались говорить не в узком кругу, который здесь есть на киноклубе, где, в общем-то, люди уже понимают, что все будет комфортно. Там это было абсолютно новое пространство, там было намного большее количество людей, намного более полярное мнение, и тем не менее люди говорили. И говорили так, что дискуссии порой было не остановить. И в этом плане мне кажется, что это очень важный выход в публичный, причем говорили на те темы, на которые очень сложно говорить, на тему гендера и сексуальности. Поэтому я считаю, что это еще одно достижение Мэты, которым я лично очень горжусь. Но у меня какой-то очень позитивный взгляд в будущее направлен, несмотря на то, что там это Беларусь со всеми ее специфическими особенностями и так далее. Но все эти люди, с которыми я работаю бок о бок, они меня заразили они меня этим позитивом заразили, потому что ты понимаешь, что любая твоя задумка, фантазия или что-то еще реально может осуществиться. И это, мне очень нравится эта штука, когда твои фантазии перестают быть фантазиями, а превращаются в реальность, за которой, конечно, стоит много труда, много усилий в это вложено, много там всяких травм через это дело прошло, но вот оно здесь реально перед тобой.